Добрый день, дорогие мастерицы! Сегодня у нас будет сравнение в колечках, нитки, как смотрятся в разных колечках, и, соответственно, как изменяется техника по мере вязания этих колечек. Вот я вам сейчас на руку расклад даю тех мотивов, тех колечек, которые были в разное время у меня. И, соответственно, разными нитками применения. Вы видите вот сейчас изменения, да, вот что можно сказать. Изменение идет как в технике, и изменение идет в самой нитке. Какую разницу можно наблюдать, да? Итак, смотрим. Значит, у нас тюлип, крупная нитка, канарис, тоненькая ниточка, шелк 3000 на 100 в 3 сложения, шелк 3000 на 100 в 3 сложения, вискозный шелк в 3 сложения и обычный, ну такой же шелк, это уже в 2 сложения ниточка. Так, здесь тоже, ну вот припоминаю, может быть даже 3000 на 100 в 2 сложения, потому что я такую ниточку использовала потоньше. Итак, давайте сравним теперь, как происходило изменение. Это 2 года назад, это также 2 года назад, ну и вот этот год назад, ну это уже сейчас, вот в этом году. Какие происходили изменения? Конечно, я начала с крупной нитки. Почему я с крупной нитки начала? Потому что я только приступала к вязанию ирландского кружева, и для меня нужно было применить узоры, мотивы в моем проекте. Это был проект «Малахитовая шкатулка». К каждому проекту, к каждой нитке у нас идет, соответственно, масштаб мотивов и их декоративных деталей. Ну, вот у меня к этим мотивам, видите, какие они крупные, такие большие, были вот такие колечки. Ну, не колечко я их называю, а пуговичка, да, пуговка или ягодка, их по-разному называют. У меня созвучно было с завитками, с завитком на бурдоне. И у меня они были разбросаны, такие как симметрично, как такие роса, что ли, капельки. Ну, очень было симпатично. То есть к матовому мотиву, к матовому полю были добавлены такие бликовые из тюлипа, из блеска пуговки. Смотрите теперь, как происходило изменение дальше. Ну и что я взяла для себя в сравнении, вот так как вы сейчас тоже некоторые из мастериц начинаете вязать из тюлипа, то самое главное — это плотность прилегания к столбикам без накида друг к другу. Смотрите, вот это мягкое колечко, да, вот оно чувствуется мягкое. И что здесь не хватает? Здесь не хватает дополнительных столбиков. Я бы подтянула еще, вот сейчас бы я подтянула и уплотнила. Соответственно, изнутри вот этот выглядывает ряд, он тоже уйдет, когда плотность будет стабильная и хорошая. Колечки мы выворачиваем наружу, этот ряд у нас является закрепляющим. Видите, тут даже ниточку вот я не закрепила. То есть я вам показываю, с чего я начинала, чтобы вы сейчас не боялись, смотрели и вязали дальше, не останавливаясь. Даже если у вас первое, как говорится, колечко будет, ну, как бы, комом, да, ну и что? И пусть он будет для сравнения, для того, чтобы вы видели, как меняется ваша рука и ваша техника на улучшение. Теперь дальше. У меня уже плотность вот улучшилась, я посмотрела, отложила его в сторону и решила полностью заполнить. Все знаете этот мотив, этот элемент до конца заполняется, и уже укладывание столбиков здесь произошло равномерно. Чем туже вы будете укладывать столбики, тем будет ровное колечко.
или ягодка, пуговка. И смотрите, вот они все разные. Так вот здесь вот одинаковые, 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 а здесь вот немножко вот выбивается из величины побольше. Видимо, здесь или на вивах было больше на бурдоне, или я дополнительно сделала ряд, но оно очень плотное. Чем стабильнее и плотнее будет мотив, тем он будет самым красивым, самым эффектным и ювелирно будет смотреться. Давайте перейдем к колечкам, которые из канариса. Так, здесь вот неровно сейчас положу. Это год назад, возможно, 2 года назад колечко я делала. Попробовала из канариса, как его делать. Ну, попробовала и попробовала. Увидела, что я неправильно укладываю. Это вот сейчас я увидела, что я неправильно укладываю тонкие ниточки. Я отложила эту идею и больше к ней не приходила, потому что, ну, вот не стала применять его нигде. У меня белых изделий не было, кроме моего жакета безе из ленточного кружева. Попробовала и увидела. Вот сейчас я вижу недочеты, которые вам показываю, чтобы и вы их наблюдали у себя и исправляли. Как говорится, разбор на собственных ошибках. Вот столбик, вот укладывание нити между столбиками очень широкое. Нет, не надо это делать. Нужно подтягивать и уплотнять. И видите, колечко тоже такое мягонькое, рыхленькое. И нужно уплотнять укладывание этих столбиков. Опять же, я вот вижу, что прям хватит места для этого. И вы сможете сделать колечки очень ровные. Еще раз напоминаю, что вот когда идет наслоение один ряд на другого, здесь утолщение идет. Как можно выровнять, например, внутреннее кольцо? Потому что мы его сейчас смотрим, оно вроде бы ровное, но при ближайшем рассмотрении внутри у нас нет ровности. И это выбивает, делает неряшливость вот этого мотива. Так, вот я сейчас покажу способ, например, ручкой. Так, аккуратненько, видите, ручка может мазать, поэтому лучше, конечно, взять карандаш или аккуратно попробовать. Я вот прям натягиваю и убираю. Ну, вот сейчас более-менее стабильно. Но вы себя не обманываете, потому что при использовании уже этих мотивов, элементов, они все равно придут вот в эту рыхлость и вернут свой первоначально неряшливый вид. Поэтому как свяжете, так будет уже и смотреться. Еще у хлопка какая интересная особенность. При влажно-тепловой обработке, вот когда вы постираете его, он уплотнится. Есть у него небольшая усадка, поэтому вы можете, некоторые еще вот такой свой иногда огрех используют после ВТО. Например, рыхлое вязание было, после ВТО усадка делается и плотность сразу увеличивается. Например, постирают в температуре 60 градусов, и все. Вот мотивчик подсел, уплотнился, но себя не успокаивайте этим. Вы можете потом, после того, как постирали, увидеть недочеты. Поэтому самое главное, это сейчас изначально ровно все связать. Из белых ниток еще можно связать вот из пеликана, кто-то крупными вот начинает вязать, но из пеликана вот такие мотивы получаются. Я вам говорю в сравнении, например, вот с канарисом, да, то есть насколько плотность нитки и объем будет большим. Ну, это моя камелия, просто она связана из этой ниточки пеликан. Пеликан — это хлопок мерсеризованный, очень хороший. Двойная мерсеризация, ну, у него вот 50 грамм на 330 метров. Для начала, для ваших
Если будут крупные, например, вот такие мотивы, если вы не тюлипом будете вязать, а хлопком, то лучше берите мерсеризованный хороший хлопок. Ну вот видите, какая разница в толщине нитки, чтобы вы увидели это в масштабе. Дальше мы рассматриваем теперь тонкие ниточки, вискозный шелк и шелк. Вискозный шелк я попробовала случайно, это было... Я купила эти нитки и все. И, вернее, у меня они были, но я увидела зеленый этот цвет малахитовый свой, изумрудный, и все. Я в него влюбилась и не могу от него теперь оторваться. И тут же я обнаружила, что из этих ниточек, это для машинной вышивки, можно вязать. Но я обнаружила это не случайно. Я увидела у продавца, мастера в магазине, связана из этих ниточек блузочку. Она мне рассказала, показала, но она в 6 ниток вязала. Вот. А я, конечно, это сразу на прицел к ирландскому кружеву. И все, как говорится, пошло как по маслу. Это первые мотивы. Сразу показываю вам недостаток, которые, конечно, это образцы, это не идеальные показатели. Вот видите, наслоение одного ряда на другой, все, это уже не нравится. Но мне очень понравилось, как укладываются ряды друг с дружкой. Вот они прям, мало того, что они плотно укладываются, они еще дают такой приятный благородный блеск, который такой глубокий, делает глубокий цвет. Обязательно вот эти шероховатости, которые выбиваться будут, перевязывать. То есть это тоже неправильность. Вот. Так как мы делаем сравнение, то я вам сейчас показываю именно недостатки. Учимся на своих ошибках. Дальше я вязала потом из шелка. Взяла для бурдона нитку тюлип. Вот в этом бурдоне нитка тюлип. В этом колечке нитка хлопок. Мне больше понравился тюлип. Он уплотняется очень хорошо. И черный шелк себя показал очень, особенно глянцевый, очень красиво. Но он скрипучий. Вот если говорить в сравнении с вискозным шелком, то эта нитка мягкая и хорошо укладывается. Но глянцевый шелк, он скрипит и немножко так вот, сложновато с ним его вязать, если не приловчиться. Но у меня, видите, вот как бы образцы шли на улучшение. И этот воротник улетел в Италию, черный. Если кому интересно, напишите в группе, я скину, как он смотрится. Но здесь, конечно, я не убрала там ниточки, это все не спрятались. Но для образца я эти колечки оставила, чтобы было понимание, как себя ведет нитка и крючок. Крючок я уже брала 0,55 для этих ниток. Дальше у меня идет уже в этом году, я думаю, все, я умею колечки вязать, все замечательно, все. Пошла другая нитка, другой шелк, он не такой средней глянцевости, хотя он здесь вот как бы блестит, но это только в колечке. В остальных мотивах он такой не яркий, не выбивающийся блеск. Сейчас я немножечко света уберу. Вот. И вы посмотрите, как он при дневном освещении. Здесь у меня основа хлопок на бурдоне, бурдон хлопковый. И вот смотрите, я прям вообще еле-еле его сминаю. Вот вот видите, вот у меня углубление, да, я как это колечко собираю. То есть оно очень-очень плотное. В 3 нитки я здесь обвязку делала. 2 ряда в 3 нитки. Ну, вот видите, вот этот весь ряд, это я приготовила на проект. Вот этот весь ряд.
И я уже успокоилась, все, мне навязаны мотивы, все замечательно. Начала раскладку делать, и обратите внимание, они все разные. Вот, ну, не идет вот это в 3 ниточки, в 3 сложения на колечко и все. Вот они мне не нравятся. Как ни крути, я к ним начала придираться. И думаю, дай-ка я попробую в 2 ниточки связать. Вот вы даже видите на удаленность, как нитка, вот они в 3 нитки здесь, а вот эти в 2 нитки. И смотрите, как они смотрятся, да? Вот тут вот этот ряд покрупнее смотрится и что-то как-то выбивается. А вот это в 2 ниточки. И теперь сравните вот, да, колечко. Я, естественно, оставила то, которое потоньше, поювелирнее, и все, на нем остановилась. И оно меня устраивает. Оставила тот же бурдон, тот же крючок 0,55, просто уменьшила количество ниточек, рабочей нитки.